Друзья Козероги, здравствуйте! Во-первых, хочу пожелать вам счастливой, веселой и спокойной весны, спокойного апреля. А во-вторых, про этот месяц имею сказать следующее. Два новолуния нас ждет в апреле. 1 и 30 числа. Ну, представьте, не часто это бывает, чтобы в одном календарном месяце два раза родилась новая луна. А каждый раз с приходом новой луны мы родимся, как будто бы заново перерождаемся. То есть у нас меняются планы, меняются взгляды, меняемся мы сами. Ну вот апрель даст аж два повода, две возможности вот так вот полностью обновиться, очиститься, может быть, в чем-то. 1 и 30 апреля, два раза новолуние, да, будет. Причем 30 апреля новолуние придет с частным солнечным затмением. Тоже такое, ну, не самое частое событие во Вселенной, в астрологии, по крайней мере. Солнечное затмение 30 апреля случится на денежной оси в зодиаке. На оси Телец Скорпион, поэтому конец апреля неизбежно для нас с вами финансовую жизнь, денежную жизнь как-то поменяет каждому по-своему. У меня в руках карты необычные, казалось бы. Почему? Испанское таро, все, наверное, видели такие карты. А необычно они вот чем. Здесь карт не 78, а их здесь 100. Каждый старший аркан дублируется. Здесь два набора старших арканов есть. А это значит, что математически, статистически мы имеем возможность на одну и ту же тему вытащить две одинаковые карты, два одинаковых старших аркана. Вероятность такая есть. Прежде мы пытались добиться таких откровений гаданием на разных колодах. Вот. Но сейчас одна колода и все шансы вытащить, например, вам на любовь два совершенно одинаковых колеса фортуны, как многие мечтают и ждут. Давайте попробуем. Первые мои вопросы про работу. И вы спрашиваете, что вы хотите узнать про свою работу. Продлится она, продолжится или нет. Найдете вы новую или нет. Дадут новую должность или нет. Что там еще можно про работу спросить. Каждый раз задавая свои личные персональные вопросы к картам, вы делаете гадание более частным. Вы его как будто бы присваиваете. Понимаете, оно становится менее общим и становится более таким вашим личным. Как будто бы мы с вами беседуем тет-а-тет. 3 карты на работу Козерогу. 1, 2 и 3. В категории работа вам выпадают 10 пентаклей денежная, 5 кубков депрессивная и 2 пентаклей уже веселая. Ну, вы уже поняли, да, из моего краткого дайджеста, анонса, что очень переменчивые настроения вас ждут на работе, в работе, но запомните это, ничего фатального. Похоже, что ничего необратимого, того, что запомнится, или того, что нельзя поправить, у вас на работе не случится. 10 пентаклей, очень хорошая такая стабильная карта, надежная. Это крупная денежная карта, поэтому она вам, конечно, обещает и возможность хорошо заработать. Наверное, это очень актуально для бизнесменов и вообще для тех, кто свободен в заработках своих. 10 пентаклей говорит о том, что всего будет много. Она как будто бы собирает ресурсы, как будто бы шкатулочка с ресурсами. Ну, в первую очередь, заработки, наверное. Этого же люди ищут от работы. Однако не только деньги. 10 пентаклей описывает насыщенность или наполненность также и чем угодно. Много времени, много мастерства профессионального, много творчества, много коллективного успеха. Кстати, 10 пентаклей описывает в том числе коллектив, новый или ваш старый, уже известный. И здесь идет коллективный труд, но и коллективный раздел заработанного, конечно. Очень хорошая для
очень хорошо и уверенно отвечает «да» на вопрос, например, состоится ли успех компании в целом или успех вашего какого-то коллективного проекта, коллективного, будь то семейный бизнес или работа в какой-то большой корпорации, в какой-то большой команде. То есть десятка пентаклей вас заверяет, что вам всего хватит в первую очередь. Любых возможностей, и здоровья, самое главное, на работу ходить. Эпизодические мелкие расстройства возможны. Об этом позаботится пятерка кубков. Пятерка кубков иногда называют картой депрессии. Ну вот депрессию она какую-то зовет, ведет депрессию, да, то есть она говорит, что будут поводы остро, сильно расстроиться, но она же спешит вас успокоить и говорит, что расстроитесь вы напрасно, надумаете себе лишнего. И самое главное, что все поводы для вашей грусти, печали сами рассосутся, сами уйдут. То есть, ну так, настроенчески плохая карта. Но пусть будет, как сказал классик, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает. Из этого, говорят, жизнь очень пресная. Вот. Ну, да, и на смену вот этой вот пятерки кубков немножко грустно приходит двойка пентаклей. Она как раз все выравнивает и дает вам много-много выбора. Она буквально, эта карта говорит, что вдруг сойдутся концы с концами. Если покажется, что чего-то не хватает, что вы не дотягиваете, не знаю, не дотягиваете до плановых показателей, например, до плана, вот, то тут вдруг все сходится. Все становится уже правильно, как подвезли материалы любые, какие угодно. Двойка пентаклей говорит о том, что будет много у вас веселых моментов и будет легко все продолжать и браться за новое. И она еще некоторую двойственность, все по два тоже обещает, например, вторую работу, приход второго заработка или открытие второго бизнеса. Все одинаково легко, первое, второе, третье, все дается одинаково легко, то есть это будет естественно, это то, за что вы без всякого риска, без всяких сомнений возьметесь. Если вы ищете в апреле новую работу, то успех этой новой работы вполне вероятен. И, скорее всего, она будет довольно денежная. Любимая или нет, интересная или нет, мы тут не знаем, про это карты молчат. Но то, что денежная, да, вполне. А дальше, вот видите, плавно я вас подвела к теме денег как таковых. Следующая, это тема нашего следующего гадания. Деньги. Ваша финансовая жизнь, дорогие козероги, как она выглядит? Раз. Живенько. Два. Это очень хорошо. Но вообще это логично, да, поскольку для большинства людей деньги связаны с работой. Понятно, что и если хорошо с работой, то хорошо с деньгами. Но это не у всех так. Но мы ориентируемся на большинство, на аудиторию, да, общую. Вам тут достается строго денежная четверка пентаклей, рискованная и счастливый, волшебная палочка, момент удачи, туз жезлов, а также карта колесница. Вот четверка пентаклей — это, собственно, сами деньги и есть. Это вот карта, которая описывает деньги, которые оказываются у вас в руках. Деньги оказываются у вас в руках. Это та самая сумма новая, там, желанная какая-то или необходимая, которую вы, ну, не знаю, накопили, заработали, получили в подарок, выиграли в конце концов. Вот эта четверка аккумулирует в ваших руках буквально денежные средства. Она гарантирует, что деньги будут, придут. Это может быть и возвращенный долг, это могут быть какие-то выплаты, дивиденды ваши. Неважно. Самое главное, что это
ну, в каком-то смысле неделимые, что ли, деньги. То есть это как сумма достаточно большая для того, чтобы ее можно было вот куда-то пристроить по-умному, например, большое что-то купить, например, вложить, инвестировать в тот же самый бизнес, свой или чужой. Дальше туз жезлов обещает вам здесь решимость и удачу. Тузы — это шансы, да, мы все знаем. Ну вот, вот такой денежный шанс вам выпадает, связанный с риском отчасти, но про риск здесь более колесница даже говорит, потому что именно колесница описывает вот такое вот трепыхание, трепетание судьбы, какой-то поворот, денежный поворот в судьбе вас ждет. И здесь, опять же, сценарий может быть какой угодно. Например, если вы найдете в это время какую-то денежную работу. Триумф это будет для вас? Ну, конечно, безусловно. Шанс это будет для вас выйти на эту денежную работу? Конечно, безусловно. Получите вы деньги? Да, вот так. А для кого-то это такая же великая и внезапная возможность бизнес открыть, например, решиться там на бизнес, на какой-то. Вот. А для кого-то это просто везение, открытие наследства какого-то большого. Но завораживает ваша денежная жизнь. Прям просто буквально завораживает. Это может быть и вдруг внезапно поднятая зарплата или получение крупной премии, очень крупной. Бывает же такое, если бывает еще. А что советуют карты вообще в целом, вот когда выпадают такие в таком наборе счастливые карты? Они советуют, конечно, вот эти счастливые, удачные шансы ловить, верить в себя и не бояться рисковать. Но здесь есть определенный, знаете, такой водораздел. То есть здесь нужна, как и везде, золотая середина. С одной стороны, карта вам советует рисковать с деньгами, ну там покупать, продавать, обменивать, на что-то решаться, куда-то выходить. А с другой стороны, есть здесь карта колесница. Она как раз просит не пытаться слишком контролировать ситуацию. Понимаете? То есть вы запускаете, благословляете какой-то денежный процесс, какое-то денежное дело для себя. А дальше пусть это уже фортуна, судьба этим занимается, а вам не надо слишком стараться все контролировать, да, слишком держать поводья судьбы в своих руках. Образно это так, по-моему, звучит. Авантюра денежная. Все это похоже на авантюру. Дальше, конечно, любовь. Не буду вам, наверное, напоминать лишний раз, что апрель месяц очень романтический, да, потому что он начинается, когда вы 1 числа еще в шубе на работу идете, по сугробам, возможно, где-то, вот, а 30 апреля в конце уже идете в шортах на пляж. Апрель очень преобразует природу, реальность вокруг нас. Ну и преобразует наши сердца. Цветут повсюду яблони и груши. Итак, Козерог и любовь. Тоже задавайте ваши вопросы про новые знакомства или про старые. Раз. Два. 3. И выпадают вам здесь очень необычные карты. Необычные не сами по себе, а вот именно в таком комплекте. Вам выпадает вот здесь очень ссорная, противненькая карта. 5 мечей. 5 мечей. Кстати, если кого-то интересует более детально значение каждой карты или назначение каждой карты, я советую смотреть мой Таро-календарь. У меня есть такой плейлист на моем канале. Таро-календарь. И там можно узнать и про календарь много, ну и про значение каждой карты. Мне кажется, вот как раз про 5 мечей я очень детально и живописно рассказала. Потом здесь есть 2 мечей, которая, ну, тоже такая
одиночные, закрытые. А потом вдруг туз пентаклей. Туз пентаклей карта, безусловно, счастливая, можно сказать, самая счастливая вообще в колоде, да, в младших арканах. Но боюсь, что в таком соседстве у нас к этому тузу больше вопросов, нежели ответов. На тему любви пятерка мечей говорит, спешит предупредить тех, кто в отношениях, в браке или в отношениях, вы, может быть, пятерка мечей. Близость ссоры. Близость ссоры. Можно прямо поссориться и чуть ли не расстаться, не знаю, но очень-очень можно испортить впечатление о себе и впечатление для себя о другом человеке или о вашем романе. Пятерка мечей описывает необоснованную критику, разные глупые и не к месту претензии. И она очень советует, ну, естественно, от этого воздержаться. Не начинайте войну, не начинайте выяснять отношения с близким человеком, любимым или там нелюбимым, сейчас это уже не важно, да. Пятерка мечей — это всегда очень своевременный и очень срочный выразительный совет. И здесь совет для Козерога: будьте аккуратны, не поссорьтесь, тем более сами не начинайте ссору и не выясняйте отношения с вашим любимым человеком. Даже если вы давно знакомы, но уж с каким-то новым, выяснять отношения — это вообще противоестественно. Вполне логично эту пятерку мечей продолжать двойка мечей, карта одиночек или одиночество. То есть, видите, поссорились, а это вы остались в одиночестве. Понимаете? Остались думать, нужна ли вам эта история, нужен ли вам этот человек. И тогда туз пентаклей здесь, конечно, только лишь знак денег, и знак денег не в хорошем смысле. Туз пентаклей говорит, что как раз вот эта ваша ссора, возможно, и будет из-за денег или из-за какого-то материального блага, из-за какого-то материального предмета. А может быть, эта ссора будет накануне свадьбы, потому что туз пентаклей — это свадьба, это брак и это общий дом. То есть вот представьте, как это все странно и неприятно звучит. Туз пентаклей свое значение, конечно, не меняет, то есть сохраняет и обещает все равно какую-то дорогу в новую жизнь. То есть апрель преобразует ваши романтические отношения в любом случае, но только вот куда преобразует? Будет ли это действительно шаг вперед в новую какую-то историю, более правильную, более продуктивную? Или это будет наоборот, шаг назад, когда вы вдруг ругаетесь, оказываетесь в одиночестве, оказываетесь в разлуке. Пусть даже эта разлука не объективная, то есть вы не разъезжаетесь куда-то там на разные, по разным городам и континентам, но это разлука в сердце, это момент, когда поселилось недоверие, например, у вас к партнеру и сомнения, когда вы идете вместе. То есть набор карт, ну, очень такой сложный, я бы сказала. Если вас интересует тема именно нового знакомства, то предупреждения, в общем, по сути, те же. Новое знакомство очень даже может случиться, потому что, опять же, здесь есть туз. Туз — это возможность, это шанс, и это тоже шанс встретить, наверное, даже очень подходящего человека, и подходящего даже для брака, или какой-то просто долгой, долгосрочной истории. Но вот эта ссорность и вот эта опасность не договориться или чего-то не договорить очень-очень сохраняется и остается. То есть карты могут описывать даже, знаете, такую вот историю, их на самом деле очень много. Когда это произносишь просто, да, это звучит, ну, как-то грубо.
и противоестественно. На самом деле таких историй много. Я говорю о том, когда люди ссорятся только-только успев познакомиться. Очень много таких историй я читаю, мне пишут в письмах. То есть даже по переписке кто-то умудряется познакомиться, знакомиться, там, не знаю, на сайте соответствующем, да, переписываются пару дней, а потом все разозлились, поссорились, друг друга блокируют. Ну, это вот как раз проявление пятерки мечей. Бессмысленный, беспощадный скандал. Какая-то вот такая вот ссора. Поэтому, если мы... Тут, понимаете, еще мы можем вот эти вот мелкие мечи перевернуть, закрыть, да, если вы человек уже серьезный, осознанный, и вы знаете, что вы на провокацию не поведетесь, и сами не будете скандал затевать, можете вот это исключить. И тогда для вас остается только в счастливом остатке, в чистом остатке остается только туз пентаклей. Это возможность и любовь встретить, и замуж выйти, и просто познакомиться только с каким-то очень-очень подходящим человеком. Ну и вообще туз пентаклей обозначает цельность в каком-то вопросе. То есть цельность жизни для вас. Ну и большие шансы эту самую жизнь поменять. Вот. А для всех остальных, кто еще не настолько совершенен в своем духовном развитии, есть вот эти вот два совета, мелкие мечи. Бойтесь поругаться. Прям бойтесь. Всегда надо бояться со всеми поругаться. Это есть такая универсальная формула, что конфликта нужно избегать. Нужно избегать конфликта. Я не зря повторяюсь, это так и должно звучать. Конфликта нужно избегать, но не любой ценой. Вот вслушайтесь и поймите, как это правильно, и никогда вы не ошибетесь, если будете эту формулу применять. Любого конфликта всегда нужно избегать. Будь то конфликт просто на улице, где-то в очереди в супермаркете, вот, или дома уж тем более. Любого конфликта нужно избегать, оценивая только лишь, чем вы оплачиваете это самоизбегание. Если эта плата для вас маленькая, мизерная, какая-то ничтожная, ничего вам даже чаще не стоит, да, то и вы избегаете конфликт. А как только цена за это избегание становится большой или непомерной для вас, тогда вы не избегаете, тогда вы идете уже на конфликт. Вот и все. Так и здесь. Вам эту формулу в любви, в личных романтических отношениях придется проявить в апреле. Ну и теперь домашние дела у Козерога. Дом, быт, семья. Раз, два, три. Выпадает вам двойка кубков здесь, карта мир и восьмерка, да, восьмерка жезлов. Ну что ж, а здесь карты очень счастливые. Снова мы возвращаемся к везению, к удаче, к гармонию, не с которых начался расклад для Козерога сегодня. Двойка кубков – это любовь, это примирение, и это разные партнерства, это разные дела в паре, в том числе и установление или создание пары дома у вас по месту жительства. Кто-то решит, например, больше не жить один, а парой поселиться. Кто-то помирится, но и результат, в общем, будет такой же. Двойка кубков обещает разные взаимовыгодные взаимодействия между людьми. Она говорит, что для любого вашего начинания, какого-то домашнего, даже бытового, например, семейного, у вас найдется пара, найдется человек, который точно так же заинтересован, точно в таком же результате. И мне почему-то, знаете, кажется, что двойка для
для демонстрации, да, двойки кубков подходят какие-то занятия вроде вскапывания огорода, дачи или поклейки обоев. Знаете, чтобы поклеить обои вдвоем и не развестись после этого, обязательно нужна двойка кубков, благословение двойки кубков. То есть это синхронность, это взаимность и, самое главное, интерес к одной и той же цели, к одному и тому же результату. Двойка кубков советует что она советует? Она советует находить себе пару. Буквально советует находить себе пару, то есть вы должны с кем-то договориться, кого-то привлечь. Все это будет лучше. Карта Мир, последняя вообще карта в старших арканах, она говорит про то, что гармония у вас будет дома, в домашних делах, в родственных, это взаимоотношения с родными, например, взаимоотношения в целом в семье, с домом, состояние дома, состояние каких-то недвижимости вашей, вообще вопросы, связанные с недвижимостью. Наступает гармония. Да, она немножко отдает переменами, да, она немножко идет как, ну, знаете, как такой переломный момент, и вы видите, что в ближайшем будущем все-таки что-то будет меняться или должно меняться, в том числе, может быть, и ваш дом или там состав семьи. Но сейчас вы, можно сказать, на пике формы. Естественно, карта Мир имеет отношение к смене дома как такового. Видите, парный переезд, двойной обмен. Вот, смене дома как такового. То есть заканчивается какой-то кусочек вашей жизни, какой-то этап жизни на одном месте. И вы планируете переезд, например. Но прелесть этой карты в том, что переезд этот очень ожидаемый и счастливый, и действительно гармоничный, вовремя, ничего внезапного. Ну, а восьмерка жезлов здесь как будто бы подкрашивает соседние карты темой удачи. Она говорит, что в домашних, бытовых, семейных, родственных начинаниях у козерогов будет удача, везение. Вам, кстати, везение выпало сегодня несколько раз, много-много раз. То есть у козерогов этот апрель будет именно, знаете, везучий месяц. А что мы называем везением? Это же какие-то блага от Вселенной, да, от судьбы, которых мы не заслужили. То, что мы заслужили, и мы так думаем, да, мы же это везением не называем. Мы говорим, я сделала, я там постаралась, вот так вот, да. Вот. А здесь именно случайность. Случайно нашли подходящую квартиру, там, купить или в аренду взять. Случайно купили удачно антикварную мебель. Случайно съехались, видите, парой, поселились под одной крышей с кем-то вдруг. Так ловко и повезло, да, не прогадали. Ну, то есть много-много набор каких-то действительно счастливых случайностей. И все это образует вашу в целом такую вот красивую домашнюю жизнь. Ну что же, козероги, похоже, что и карты вместе со мной тоже желают вам счастливого апреля. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы и комментарии. Увидимся!